Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Вартюа. Вижу, здесь есть легендарки такие хорошие, прям на которые хотелось бы прям сыграть. На самом деле у меня есть одна идея, это собрать вертолетика через механизмов, через Киру, через гоблинов, то есть сделать такую необычную сборку, довольно-таки интересную. Но не знаю, как у меня получится с этим, поэтому давайте посмотрим. Если с рандомом мне сегодня будет вести хорошо, то в принципе можно будет реально сделать гоблины механизмы через вертолетика. Но также, в принципе, можно было бы попробовать собрать сборку. Это звери плюс вертолетик. Ну, вертолетик нужен в двойку, и нужна синергия Киры обязательно. Потому что если не будет синергии Киры и вертолетика в двойку, то, естественно, все пойдет коту под хвост. Также вижу, есть темпларочка, и, в принципе, можно было бы сыграть на убийцах-ведьмаках. Это будет, было бы вообще шикарно. Так, ну пока что у меня довольно-таки неплохой рандом. Я бы вообще хотел от этого орка-шамана взять, но нет. Еще, кстати, дискорд упал. Это вообще песня. Вот это реально песня. Вот это вот реально круто. Ничего не сказать. Ну ладно. Если бы еще гоблин, знаете, в троечку бы пришел. Ой, в троечку. Какую в троечку? В двоечку. Было бы вообще шикарно. Нет, тут, похоже, орки-боги будут. Потому что смотрите, как не орки сыпятся. А я, как вы знаете, отказываться от такого вот добра не буду. Я лучше буду ух ты, кристаллман и клевер. Но я думаю, лучше взять сейчас кристаллмана по той лишь причине, что он намного более подходит под мою сборку. Клевер мне здесь вообще никуда не вкатывает. Чуваку... А, мне показалось, ему панда пришла. Я думаю, такой, ты чё? Каким образом ты уже кунг-фу панду выбил? Я понимаю, что бывают, конечно, такие счастливчики, все дела, но все же. Итак, боги-орки. Надеюсь. Надеюсь, так и будет. Ну, кстати, с гоблином мне довольно-таки неплохо везет. Отлично. Я бы даже сказал, шикарно. Шмотки второго тира, конечно, не очень мне упали, поэтому я их скипаю. Ну, кольцо магии не скажу, что супер юзлес предмет, но на самом деле я бы лучше какой-то другой предмет взял. Например, знаете, там вот этот острый наручи. Со старта реально прикольный предмет. Плюс, если я поставлю баф воинов небольшой такой, то будет вообще шикарно. Надо просто... Не знаю, короче. Ну здесь по-любому уже собираются это нежити охотники. Самый распространенный билд на данный момент в текущем патче. Не знаю, чему так всех привлекает, но... Ребята вообще разучились на чем-либо другом таком играть. Они просто видят охотников, просто видят нежить и все, и полетели. Просто мозг улетел, все, мозг отключился, соответственно, собираем охотников нежить и все. Даже думать не надо ни о чем. Кстати, я сейчас возьму немножечко уровня перед новым раундом, чтобы... Ну, ух ты... Вот это мне пришло. Ну, Марси я оставлю. Можно было бы выставить панду, но я хочу попробовать все-таки монетку заабузить. Со старта как бы плюс одна монетка, а в данном случае плюс 2, и если я в двойку апну, это плюс 3 монетки. Короче. Просто сейчас на деньги поиграем, грубо говоря. Все-таки гоблин со старта, особенно если он в двоечку приходит. Жалко, он не с первых раундов не пришел там в двоечку. Но тоже неплохо, в принципе. Я за то, что он пришел вот именно даже сейчас. О, просто плюс 2 монетки со старта, вообще не паришься. Такой сидишь, чилишь, кайфуешь. Отлично, просто бабки заинкамил. Что может быть лучше, чем вот так вот денежки со старта, а? Блин, режелиз пришел. Не, ну тут по-любому будут звери. По-любому. Гоблина в двойку апа, я уже с него деньги поимел. Сейчас со второго уровня гоблина еще тоже деньги поимею, будет вообще шикарно. Гритеры тут собираются. Охотники по-любому здесь будут. Я в эрку купил чисто так, но может быть получится у меня эльфов еще собрать для старта. Через эльфов стартовать тоже прикольно, хотя... Не знаю, мне как-то больше нравятся все-таки вот звери. Потому что мне еще рыжий лис ранее пришел, и вообще это... Мне давно рыжий лис ранее не приходил, вот реально очень давно. Я, кстати, продал Марси и Верку, это, ну, просто буду играть максимально через зверей. А почему нет, как говорится. Правда, рыжий лис кастует, как всегда, куда-то в свою сторону. У меня, кстати, посмотрите, какой стиль на этого рыжего лиса, просто шикарный, просто, ну, песня.
Так, ребята, план меняется. Маршрут перестроен. Маршрут перестроен. Я буду собирать гритеров. Не, но когда так два гритера приходят, хотя у меня есть рыжий лис, я его не буду скипать, но, знаете, просто маршрут перестроен. Маршрут перестроен. Либо соберу сейчас зверей, если они будут хорошо приходить, либо же я буду все-таки играть через гритеров. И на самом деле гритеры мне больше вкатывают, потому что я более чем уверен, что здесь соберутся охотники. Вот более чем уверен. Ну и, соответственно, нежить еще соберется. А вот как раз гритеры, они идеальны во всем. Это не имба, но они максимально универсальные. Ты можешь просто играть на них спокойно, контрить спокойно любую сборку, только если тебе повезет по предметам, с правильными фигурами и все такое. Я, когда играю на гритерах, у меня есть вот плюс 3 монетки чисто. Ну, классно, что я этого гоблина и 3 гритера собираются. Вы сейчас серьезно? Похоже, не один я такой умный. Есть еще 2 гритера. Ладно. Неплохо. 2 эгиды. Это хорошо. Вместо М ставлю. Их друг другу поближе ставлю, чтобы они максимально могли шотнуть быстро противника своего. Я так понимаю, будет один собирать что-то через троллей, но я не могу понять пока что. Либо же он хочет собрать эльфов через троллей, либо же он хочет просто собрать рыцарей через троллей. Ну, мне немножечко непонятен его билд. Вообще непонятен его билд. Ну ладно, попробуем прочитать эту игру. Попробуем, если что, его законтрить. Ребята, хотя бы у меня сейчас хрону неплохо ставят. Надо как-то, знаете, попробовать закерить Сларка. Вот просто взять и Сларка в тройку собрать. И сыграть через гритеров. Я думаю, это будет прям вообще шик. Ну, конечно, сейчас такой рандом идет, мне вообще, ну, не очень. На самом деле, мне надо максимально быстро выйти в экономику. Мне нужно быстро взять 7 уровень. На 7 уровне я буду максимально ролиться, чтобы найти свои фигуры. Ну, здесь непонятно пока, но там вроде боги, орки тоже собираются. В принципе, чем мне нравятся гритеры? Гритеры не имба. Законтрить их довольно-таки просто. Вы собираете воинов, вы уже контрите гритеров, собираете эльфов, вы уже их контрите. Много магического урона тоже контрите, если, естественно, у противника вашего не собрались шмотки на макдеф и все такое. Ну и, в принципе, все, грубо говоря. Ну и гритеры, они все-таки действительно очень сильно зависят от своих предметов. Если у них недостаток предметов хороших, то гритеры не играбельны. Чувака уже мартретка там собралась. Ну ладно, у меня вроде бы как посильнее стол, поэтому я, в принципе, не разочарован. В принципе, нормально. Но я бы тоже, если хотел мартретку собрать. Я давно мартретку не собирал. Омник. Прекрасно. И ничего, я продаю, потому что я не могу ее собрать. Точнее, поставить. Собрать-то могу, а поставить не могу. Потому что у меня что? Правильно, у меня есть эгида. Из-за того, что у меня есть эгида, я не могу их поставить. А тут надо сейчас максимально грамотно поставить своих персонажей, чтобы не проиграть этот раунд. Но я думаю, у меня есть хрона, у меня есть все, типа, будет все прекрасно, все будет шикарно. Тут, вижу, есть... Ну да, тут, походу, будет бог-орк. Да, тут вот Энди собирает богов-орков, поэтому он будет через них играть. Это первая сборка. Какая вторая сборка, я пока не могу прочитать, но, скорее всего, здесь будут по-любому охотники. И, в принципе, гритеры справятся со своей задачей, это законтрить охотников. Если они еще расстановку сделают более-менее хорошую, то, в принципе, гритеры спокойно будут справляться с охотниками. С нежитью тоже. Если правильный билд сделать фигур персонажей, то будет просто идеально. Идеально. Почему? Объясню. Гритеры могут со старта поставить свою хрону, и если у вас хорошие персонажи, там, то есть у вас есть Омник, у вас есть Резак. Ух ты. Ну, я, наверное... Блин, и острые наручи классный предмет. И маска второго тира на Silence и скорость атаки с отхилом тоже классный предмет. Просто минус в том, что мне некому сейчас эту маску дать. А острый наруч мне в некого реализовать. Не в некого реализовать, потому что у меня все худенькие, они такие стройненькие, они такие все недотроги у меня сейчас. Поэтому я не могу сейчас острый наруч реализовать какого-либо своего персонажа. Поэтому, не знаю, надо хорошенечко подумать, что как сделать. Вот сейчас против меня пришел этот бог-орк.
который в будущем будет. Хрона ужасно ставится. Вообще максимально ужасная хрона только что была. Обидно. Ну ладно, я в принципе с этим Энди разберусь чуть попозже. Знаете что, я хочу попробовать все-таки через мартретку гритеров собрать. Поэтому, наверное, я возьму маску второго тира. Вот как раз жрецов собирают, походу. Или что он там собирает? А, он нежить там собирает. Тут охотник собирается, там нежить собирается. Ладно. Я взял сейчас острые наручи. Потому что, ну, маску, если я сейчас возьму, то она будет просто лежать в инвентаре. Как-либо ее реализовать я не смогу. А вот сейчас, в принципе, взять острый наруч и закинуть какую-то свою фигуру, ну, пару раз она кастанет, какой-то пару раз импакт будет-то по-любому. Это хотя бы не будет просто простой предмета. Поэтому, ну, я выбираю именно взять наручи, и я думаю, что это правильный выбор. Ни в коем случае не неправильный, ни в коем случае неплохой. Ну, в принципе... Короче, я думаю, мой выбор здесь понятен. Что я буду как бы размусоливать эту тему, не знаю. Мне нужен 7 уровень, это я точно знаю. Поэтому сейчас буду брать 7 уровень. Я выставлю бабку. Вроде бы как она неплохая в гритерах, но не идеальная. Она довольно... Ух ты. А, ну он сделал себе таких себе троллей пока что. Кстати, у чувака ник прикольный. Кто переведет? Ну-ка. Смотрите. Байт на комментарии. Напишите, как переводится ник второго по счету человека. Как переводится этот никнейм? Жду в комментариях. Вот. Какой пик героев я предпочитаю в гридерах? Смотрите, мне нравится очень сильно это Омник. Мне нравится Эгида. Естественно, это два гридера в двоечку. И либо же Марси, потому что Марси не настолько сильно привередлива к предметам, как Мартретка. То есть, смотрите, если вы Марси в двойку апнете, вы ее можете выставлять на свой стол и спокойно выносить все и вся. А вот с Мартреткой так, к сожалению, не прокатит. Она слишком шмотозависимый персонаж. Если у нее не будет пару хороших шмоток, то будет все очень-очень плохо. Поэтому мой выбор таков. Марси, либо Мартретка. Ух ты, яичко. Не, ну яичко надо брать. И жрец пришел. Нежить, жрец тоже шикарно. Короче, мой выбор персонажей. Нежить, жрец. 100%. Эгида. Ну, 50 на 50, но в принципе 100%. Окей. Орк, жрец. Боже, ему еще и кунг-фу пришло на своих орков. Похоже, он будет играть через орков кунг-фу. Похоже, я просчитался, и он будет реально играть через орков кунг-фу. Я бабку решил все-таки продать, она мне сейчас не особо нужна. Так как Омник намного плотнее, а острые наручи я отдаю ему. Ну, в принципе, как-то так расстановку сделал. Немножко уровня еще взял. Ну вот, кстати, пришел кунг-фуист ко мне. Сейчас он меня еще и вынесет, да? Ну да, да, конечно. Хрону кинуть на четверых? Нет. Хрону кинуть на одного? Да. Ну, как-то так. Дефолтный гритер, дефолтная хрона, это, знаете, как в доте, мой лучший тиммейт, мой керри. Вот он. Вот сейчас просто показал, насколько он может заимпактить. Короче, я достиг своей цели. У меня 7 уровень. Чувствую себя замечательно. Сейчас бы с расстановкой подгадать нормально, и будет все вообще шикарно. Чтобы меня просто не вынесли. Да, ну, в принципе, а что подгадывать? Вот ставлю вот так вот, в линию. Да, они будут прыгать за спину. Мои начнут центрального бить, скорее всего, сразу. То есть... Мне кажется, две гиды будут помощнее, чем два жреца под мобов. Короче, все-таки давайте закончим мысль. Вот видите, как, кстати, все сразу в середину начали бить. Заканчиваю мысль. Смотрите. Мой выбор героев под гритеров. Омник. Нежить жрец. Эгида. Из керри это либо Марси, либо Мартретка, либо в идеале это Манки Кинг, либо же Темпларка. То есть вот такие два героя, это прям шикарно. Можно духа пятерку вообще закерить, это будет хорошо. Но все эти герои, которых я назвал, кроме Марси, слишком предметозависимые. Марси не настолько... Ух ты, еще Муэрта есть. Ну, кстати, говорят, что Муэрта как керри в гритерах неплохой персонаж. Но я не играл через Муэрту в гритерах. Кто, естественно, играл, ребят, напишите в комментариях. Мне очень интересно, насколько она все-таки сильна.
Ух ты! И молот, и маска. Там, кстати, убийца-ведьмак собирается. Так, ну масочку мы берем. И поставлю ее на стол. Хотя, может не ставить ее пока. Может сначала апгрейд найти. Наверное, все-таки стоит пока апгрейд найти. Потому что мартретка в единицу, она не настолько сильная будет. Она минимум должна быть в двойку. Так вот. Эгида. Нежить, жрец. Омник. Мартретка. Либо Марси. Либо Манки Кинг. Вертолетика можно тоже закерить. Но вертолетик слабый. Лучше какого-то другого. Духа пятерку легендарного можно закерить. Кого же еще такого? Ну, в принципе, это лично мой выбор. Говорят, Муэрто классно. Не знаю насколько, напишите в комментариях, посмотрим. Сколько людей напишут мне в комментариях, что Муэрто очень сильный персонаж под гриперов. Резак тоже. Ну, этот гоблин-мех, который резачок. Я бы лучше его собирал. Я бы его не скипал. О, кстати, они пришли. И гритер в двойку пришел, и резак пришел. И апгрейд такой мне нужен. Я выставлю все-таки мартретку, потому что у нее есть маска. Либо же его омника выставить. Просто, понимаете, мартретка сейчас в единицу, она довольно-таки слабый персонаж. Лучше бы я собирал Марси. Она мне как раз со старта приходила. Она, может быть, у меня уже была в двойку, хотя это не точно, так как там есть Энди, который собирает себе кунфуистов. Но, что ж, ну, так он кунфу собирает, или он собирает все-таки богов орков? Я сейчас что-то не понял немного. Вот, кстати, против меня Гритер пришел. И как назло, он себе собрал мартретку в двойку. Да, у него денег нет сейчас, но он себе мартретку в двойку собрал. Серьезно? Крутяк. Ладно. Проехали. Я думаю, мы с ним еще поквитаемся. Я его сейчас вынес. Главное, что просто... У него какой-то выбор героев, правда. Ну, вот под гритеров не очень. Мне не особо нравится его выбор героев. Ну, как так сказать, на вкус и цвет. Каждому свое. Так, Эгида пришла. Марси я продам, наверное. Да, продам. Не хочу Марси собирать. Хочу мартретку. Я давно на мартретке не играл. Просто дайте покайфовать на мартретке. Хочу поиграть на мартретке. Почему бы нет? Правильно? Я считаю, да, правильно. Вот. Еще есть такой персонаж, Шаман Лавы. Он в гритерах довольно-таки неплохо сочетается. Я бы его тоже собирал. Но не всегда. Ну, короче. Я думаю, выбор моих героев, которые я вам назвал, понятен, ясен. Почему именно такой выбор героев? Потому что большинство этих героев наносит чистый урон. Вау. Не, ну я наныл, получается, улучшение. Марси идет, как, ну просто идеально. Зачем ее пару раз продал? Надо было просто не продавать ее пару раз, и все было бы замечательно. Вот если... Ай, ладно, короче, продал, так продал уже. Че мелочиться, правильно? Раз уже продано, значит она уже продана. Все, я ничего сделать с этим не смогу. А еще, кстати, я лучше поставлю гиду вместо мартретки. Мне кажется, мартретка, она очень слабая сейчас. Как-то минимум импакта от нее идет. А вот если я гиду поставлю, то, я думаю, будет прям замечательно-замечательно. Короче, один будет собирать убийц ведьмаков. Это раз. Один собирает богов орков, и у него кунг-фу еще есть. Как-то так. Как-то так. Зачем кучно ставят, когда... Ну, я не знаю, ребята либо не смотрят на игру, либо что. Опять Марси приходит. Боже, я бы уже Марси себе в двойку реально собрал. Обалдеть. Мне Марси просто сыпал... О, опять Марси пришло. Там кунг-фу у чувака. Ай, ладно, короче, я не буду собирать Марси. Все. Пока не буду собирать Марси. Мне она не нужна. Я все-таки хочу попробовать мартретку собрать. Я давно на мартретке не играл. Я на Марсе часто играл. А на мартретке очень редко. Я хочу просто вспомнить, насколько же это кайфово, когда она ваншотает со своего крита. То, чего Марси не может, мартретка сможет, как говорится. То, что Марси не смогла, мартретка помогла. Чернокнижники.
О, мартретка приходит. Ой, гида, 2 гиды в двойку. Боже, как же это сейчас будет сильно. Еще и посох жертвы. И броня, и посох жертвы, и... Боже, как много всего. Короче, чувак на первом месте с ником Энди будет собирать богов плюс кунг-фу. Либо же богов-орков. Одно из двух. Но судя по всему, так как у него стоят пандаманы, то он будет себе собирать богов. Богов плюс... Ой, каких богов? Орков плюс кунг-фу. Аж несколько раз заговорился, пока пытался выговорить эту фразу. Обалдеть. Вообще все. Мозг поплыл. Мозг поплыл на 110%. Да, там будет кунг-фу орки. Он уже 9 уровень себе взял. 21 раунд, он уже 9 уровень взял. Ну да, он там на винстрике очень долго сидел. Ему, в принципе, хорошо фигуры шли. У него уже 2 кунг-фу. Если ему еще ранее МК придет двойку, я даже не удивлюсь. На самом деле, я бы под гритеров МК в двойку собрал. Это, если что, вдруг кто не знает, это легендарная фигура пятерка. Вот ее бы я бы собрал с удовольствием. Так, ну вот убийцы сейчас пришли. Убийцев я должен переживать. Они не должны составлять мне проблемы. Даже смотрите, у меня сейчас керри нету, как ярко выраженного керри нету. Но тем не менее, у меня есть куча чистого, у меня куча магического есть урона. И поэтому у меня нет проблем с этим. Вообще от слова совсем. Как же хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. Мне стоит опасаться вот это первое место. Это боги плюс кунг-фу. Кунг-фу убивает своими предметами. Это на самом деле такой тильт. Жалко, кстати, клевер мне не упал. Так, талисман мне не нужен. Магический посох, в принципе... В принципе, можно взять магический посох. О, он уже себе кунг-фу собрал. Да, все, он будет на кунг-фу сейчас играть. Ладно, возьму магический посох. Он дает 15% к урону магическому. Это очень много на самом-то деле. Он еще стакается, поэтому у меня сейчас плюс 30%. Короче, там очень много магического урона у меня. Ух ты. Джаггер просто не успел перевоплотиться и откис. Чисто эгида топором по горбу зарядила. Ой, я забыл. Я рано обрадовался. Тут же есть вот эта вот обалденная пандочка. Еще и с бессмертием. Боже, она еще увернулась сейчас от моего урона. Ну, класс. Я думаю, все заметили только что, когда мои гиды прокастовали свою способность, то она просто в никуда улетела. Хорошо, что у нее не фуловое кунг-фу. Если бы у него было фуловое кунг-фу, то, скорее всего, бы я бы откис. Да даже не скорее всего, я бы откис. Сделал бы такого откисного, что просто мама не горюй. 6 чернокнижников есть. Там бог Дуг вообще собирается. В общем, мы с Гритером на первом-втором месте. Но этого Гритера я должен вынести. Ну, посмотрим. У меня вроде бы как стол довольно-таки сильнее. Намного сильнее. Но мы это сейчас посмотрим. Тут бог... Боже, чел, как же ты идеально делаешь свою расстановку. Мне очень нравится. Честное слово. Можно почаще вот такие вот расстановки делать, когда ты играешь с двумя гидами в двойку, а? Я бы с удовольствием. Каждый раз бы играл на гидах, если бы так вот всех кучно все ставили, все. У меня два гритера в двойку. Может получится мне в этой катке собрать 2 гритера в тройку? Я думаю, нет. Тут гоблин собрался. Вот то, что там против меня гоблин собрался, кстати. Я, скорее всего, не смогу его вынести. У него слишком много будет хп регена. А так как я не выбил взято Зесса, а выбил другие шмотки, то... ну, короче, скорее всего, я его не буду выносить. Вот, скорее всего, не буду выносить. Но мне грех сейчас жаловаться на то, что я его не буду выносить, потому что у меня и так все более-менее прекрасно. Главное, что просто немного получил по лицу. А кого он не... он не может чернокнижника вынести. А я-то думаю, сижу и думаю, кого он там не может вынести, в чем прикол, в чем проблема твоя. Но у него на самом деле выбор героев под гритеров максимально ужасный. Вот скажите, вот напишите мне сейчас в комментариях, как бы вы оценили и насколько бы вы оценили вот эту вот сборку под гритеров. Я оцениваю на 0 баллов. Ладно, на 1 балл. У него там есть все-таки 2 полезных персонажа, поэтому
На 1 балл я оцениваю. Ну, может, на 2 балла оцениваю. Но это ужасная сборка гритеров, серьезно. Она очень слабая у него. Не, может, у него какая-то там была идея, не знаю. А он еще... Он себе сломал синергию гритеров. Какой же ты молодец. Короче, чтобы вы понимали, он поставил только что рыжего лиса, а у него есть еще один зверь. И он просто себе сделал синергию зверей и сломал себе гритеров. Но все мы люди, все мы ошибаемся, поэтому не мне его судить. Я сам очень часто ломал себе синергию гритеров, потому что выставлял какую-то левую фигуру и выставлялась синергия дополнительно. Ну это прям... Я думаю, ему было дико обидно. Он себе просто баф зверей поставил сверху. Ну, бывает. Бывает. Не, ну может он себе там хочет баф зверей сделать. Кто знает, у него там уже рыжий двойку. Не мне его судить. Я сам очень часто ошибался, когда играл на гритерах. Ставил себе синергию дополнительно, она работала. Я такой думаю, а как? А как так происходит, что у меня работает синергия какая-то? А потом такой... В общем, да. Ну вот, бог-орк собрался. Мертвец 9 собрался. Ну, то есть, все стабильно, все прекрасно. Все то, о чем я говорил в начале ролика. Вот, конечно, то, что там боги-духи собрались, это меня вообще не радует. Но, по правде говоря, из-за того, что у меня сейчас нету ярко выраженного керри, у меня только магический чистый урон, ну, плюс там хроносфера еще, которая накидывается, очень опасной для меня становится нежить. Я сейчас объясню, почему очень опасно становится нежить. Только немножечко паролюс сперва. Боже, как мне Марси шла. Лучше бы я Марси собирал, честное слово. Я думаю, сейчас вас, зрителей, просто, ну, так... Сейчас, секунду. Шар бездны мне не особо нужен. Тут нет магического урона. Да, там есть Джаггер, но магического урона как такового там нету. Поэтому я это все... Ого! А вот это хорошо. Вот это вот было сейчас прекрасно. Ледяные доспехи не могу, конечно, засунуть никуда, но... В принципе, я в соседнюю эгиду, наверное, закину, либо лучше в Омника даже. Потому что у Омника есть острый наруч. Так вот. Чем опасна нежить? Во-первых, она режет мне сейчас 50% хп. А мне хп очень важно в гритерах. Особенно потому, что у меня есть 2 гиды. Потому что чем... Ого. А, он перестроился, я понял. Там появился орк кунг-фу. Это, конечно, не радостные новости для меня. Вот, у меня меньше 50%, ну, короче, 50 хп, 50% хп теряется в никуда. Плюс, если моя фигура умрет, у меня появится из этой фигуры двухзвездочный Эгергис. Ну, это добав нежити. И из-за того, что у меня нет ярко выраженного керри, то, скорее всего, он меня будет выигрывать чисто своим пушем. Но тут как... Вот сейчас давайте посмотрим. А, ладно. Забирай свои слова назад. Я обожаю, когда ребята ставят кучно своих героев. Просто, ну, молодцы, ставьте побольше. Уважение и почтение таким людям, честное слово. Просто уважение и почтение. Молодцы. Молодцы. Эгида, отлично. О, жрец апнулся. Так, резака я продам. И этого резака тоже продам. Яйцо. Я омника могу апнуть, либо гиду. Я омника апну. И гиду. Лучше пусть у меня 2 ранние 3-уровневые фигуры будут. Потому что Эгида, извините меня, это нереально жесткий персонаж. Она очень много урона вносит. И она постоянно скелится в зависимости от лейта. Потому что чем больше хп у ваших врагов, чем, соответственно, больше у нее урон. И чем, соответственно, больше у нее хп, тем, соответственно, больше у нее урон. Плюс у меня там дискорд есть, все такое. То есть у меня сейчас будет тонна урона, особенно против меня есть орк. Сейчас орк просто на себе ощутит полностью вот это вот. Ну, короче, он сейчас полностью на себе ощутит эгиду. Давайте вот посмотрим, если она придет. Сейчас не пришла, сейчас пришли. Обалдеть, ему цветки пришли такие ранние. Ничего себе. И я, когда на цветах играю, то мне так цветки в тройке не приходят.
Мне приходит болт на 28, и я такой, ладно, ну спасибо, ладно. Не знаю, может взять все-таки 8 уровень и попробовать найти себе легендарную фигуру в виде МК? Хотя бы в двойку. Но я думаю, это бредятина. Я лучше... А, он чел, кстати, себе духа нашел. Палочка. Вот палочку, кстати, возьму, мартретку закину. Больше будет скорости атаки у нее. Там себе Гриттер нашел духа в единицу. У него есть МК в единицу. Если он найдет их в двойку, то, скорее всего, у него будут у меня проблемы. И, кстати, когда есть дух пятерка легендарная, то когда хрона ставится, то этот пассивка духа срабатывает. Но тут, кстати, вот видите, ведьмаков хочет собрать. Убийц ведьмаков. То, о чем я говорил ранее. А вот, кстати, против меня чернокнижник. Но что-то мне кажется чернокнижнику ГГ. Потому что из хрона он просто не выйдет. Несмотря на то, что у него там есть Радик. Ник соответствует, получается, тому, что сейчас произошло. В общем, самый опасный для меня это орк кунг-фу. Сейчас вот персонажа убираю с доски, чтобы повысить себе небольшой шанс на выпадение этой же фигуры, которую хочу. Ух ты, яичко. Ладно, это мы скипаем. Гриттера вставим, расстановку делаем обратно нормальную, которая была человеческая. И надо яйцо купить и жреца. Хоть немножко из инкама выйду, но ничего страшного. Ничего страшного, как говорится. У меня сейчас реально все хорошо. Сейчас уже будет 30-й раунд. У меня 70... Не, ну пока нормально. Я не хочу просто сглазить. Там против меня есть кунг-фуист, который просто меня задушит, скорее всего. Все мы знаем синергию кунг-фу и чем она убивает, поэтому... Не хочу сглазить. О, кстати, опять он. Чпуньк! Боже, как мне нравится, когда все ребята делают свои фигуры кучно. Он, кстати, почти меня убил. Нет! Не будь душнилой. Молодец. Все, давай, в next. Хорошо, что я нежить выкинул. Сейчас огромная проблема осталась. Это вот этот убийца-ведьмак. Но он, скорее всего, не успеет себе убийц-ведьмаков собрать, потому что у него денег нет. У него 11 монет. Он просто не успеет физически. Поэтому у меня, в принципе, что? Правильно. Все хорошо. Но это пока что. Гоблин мех цвета. Но, кстати, гоблин мех опасен. Конечно, не настолько сильно опасен, как орк, бог. Потому что кунг-фу это кунг-фу, извини. Ну, я думаю, даже нечего добавлять вот, именно к этой синергии. У него еще такие предметы упали, боже. Радик, отражение. Чтобы вы понимали, когда я играю на кунг-фу, мне падают какие-то там цепочки, там какие-то турельные щиты. Короче, мне какая-то бредятина падает, которая мне не нужна под кунг-фу. А ему упало нормально сейчас. Радианс упал. Боже, о чем говорить? О, МКБ. МКБ мы берем, по-любому там радик есть. Из-за того, что там есть радик, мне по-любому нужно МКБ, иначе я попадать не буду. Так, плюс бабки, кстати. Вот это вот хорошо, что я заметил. И я бы мог сейчас попробовать собрать... Надо ролиться. Как по мне так, Мьёльнир. Я беру Мьёльнир вместо Радика. Хотя мог бы Радик взять и закинуть пока что либо в Эгиду, либо в Омника. Но так как я играю через Мартретку, Мартретка категорически требует предметы на урон. То есть она требует керри предметов. И если у нее не будет керри предметов, и будут всякие там радианцы и тому подобное, она не сможет себя реализовать как надо. Сейчас придет ко мне бог, вот этот орк кунг-фу, и посмотрим, насколько он меня вынесет. Сейчас пока что приходит гоблин мех, но я думаю, с гоблином мехом, я думаю, у меня проблем не будет. Тут нету пятерки цветки, поэтому проблем у меня вряд ли возникнет с ней. Хотя, из-за того, что у него ранняя тройка, боже, меня почти вынес. А он меня вынес. А каким образом ты меня так вынес очень сильно? Объясни мне, пожалуйста. Слышь, дорогой? Кстати, мне клевер упал.
Я сейчас этот клевер закину мартретку, и этот клевер, если что, работает на гритеров. И работает он следующим образом. Шанс срабатывания 25% или 20%, 20%, по-моему, вот этой вот тюрьмы. Соответственно, умножаем на 1,25 и получаем 25%. Точнее, получаем 5% от этой суммы и прибавляем к 20, получаем шанс, то, что каждая четвертая тычка будет давать тюрьму вместо каждой пятой тычки. Да, опасался кунг-фу орка, а по итогу, надо опасаться было гоблина меха. Там еще чел, если вы заметили, заготовку делает на жрецов. Но если останемся мы с ним один на один, то вообще без разницы. Я обыграю его, нечего делать. Ну, правда, кунг-фу это такая синергия, которая все-таки убивает тебя предметами, и, скорее всего, обыграть его не смогу. Единственное, чем я смогу обыграть его, это то, что мне придут хорошие предметы. Это единственное, что мне может спасти. Просто отхила нету. Так. Бей, 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 бей. Вот то, что я говорил. Вот то, что я говорил. Просто взял кунг-фу из меня и вынес. Спасибо. Благо у меня еще хпшка есть. Я смогу немножечко поролиться. Там после 35-го раунда, я надеюсь, мне что-то придет. Я даже вот сейчас мартретку уберу со стола. Может, получится все-таки. Вот так, плюс одна мартретка, отлично. Вот так, гритер, отлично. Ладно, в принципе, я немножечко еще потерпеть могу с улучшением. Мне бы, чтобы жрец пришел в тройку. Было бы идеально. Ну и, соответственно, один гритер в тройку и один гритер в двойку был бы. Было бы вообще замечательно. Но Санечка слишком много хочет, поэтому Санечка закатывает губку. Санечке не может так повести. Я вот думаю, может уже пересобрать магические предметы. Если дать взгляд ТЗ самартретки, у нее будет плюс 300 хп, и она таргетно будет сбивать минус хп реген. Либо же все-таки в эгиду засунуть. Ну просто эгида, она один раз закастует свою способность, а второй раз не сможет. А мартретка тем самым будет постоянно бить. Ну просто у мартретки мало хп, мало всего, и вряд ли получится что-либо сделать. Мне нужна мартретка в тройку. Они уже очень большие там. Боже, какая ужасная хрона. Мне повезло, что цветки просто прыгнули сейчас в хрону. Вот это единственный момент, что мне повезло. Души, души! Отлично. Как так вышло, что я в предыдущем раунде проиграл? Непонятно. Кстати, гритер один пришел, отлично. Реально, может, у меня получится собрать одного гритера в тройку и одного гритера в двойку? Я давно так не собирал. Знаете что, я, наверное, если мне до 35-го раунда не придет улучшение моих персонажей, а конкретно я имею в виду мартретки, то мне придется выйти полностью из инкама и просто ролить мартретку. Иначе я буду сушить весла. А еще все-таки я лучше гритера апну в тройку. Хрона дольше. Хрона откатывается меньше, поэтому ну, грубо говоря, хрона должна быть отличной. Вот видите, хрона будет намного дольше висеть, и пока она будет висеть намного дольше, соответственно, другая хрона откатится. Давай, бей, бей! Отлично. Так, ну... Я немножко шокирован тем, что ну какого я не добил его? Просто 14 хп ему снес. Если бы это был я, то, скорее всего, мне бы снесли все хп, и я бы отлетел уже в next катку. Ну, это как по закону подлости. А тут я просто оставил чуваку 1 хп. Ну... Знаете, самое будет смешное, если этот челик затащит игру и займет сейчас топ-1. Вот это будет самое смешное. Но из-за того, что там есть орк кунг-фу, мне кажется, орк кунг-фу просто вынесет его без единого шанса. Кстати, там чел Кирасу себе купил от моих гритеров. Кираса неплохо, если что, помогает против гритеров. Не идеально, сразу говорю. Но неплохо.
Вообще, я же говорю, гритеры это очень кайфовая синергия. В ней идеально можно играть, куча разнообразных билдов. Но я выбрал для себя конкретно один билд, через который я буду, наверное, все время на гритерах играть. Может быть, что-то поменяется. Я не тестировал Муэрту, поэтому, ребята, если кто-то тестировал Муэрту, то напишите в комментариях, как она вообще выглядит под гритерами. Сейчас, кстати, уберу гритеров. Уберу мартретку. Может получится поднять шанс, что она выпадет. Так, резачок. О, отлично. Отлично. Всего лишь на 36-м раунде я смог закирить себе персонажа. Неплохо. Два предмета, которые мне не нужны. Это мне, в принципе, вот этот посох МКБшный не нужен, потому что у меня уже есть. Мне бы Battle Fury какой-то. Так, ладно, предметы на магический урон я... Ух ты, криты, отлично, криты берем. Короче, смотрите, какие мне сейчас предметы нужны. Во-первых, мне нужен Battle Fury, скорее всего. Не факт, конечно, что он прям такой нужный предмет, но он понадобился бы мне. Так, ну орка, кунг-фу я выношу. Что-то как-то легко слишком я его вынес. Вот, вот, вот то, о чем я говорил. Вот то, о чем я говорил. Гребаный ты кунфуист. Чтоб ты долго жил, дорогой мой. Ну вы это видели просто? Он меня взял, убил предметами. Мало ли того, что... Ой, короче. Ладно, понегодовали и хватит. Соберись просто. Вот сейчас возьмем и накажем его просто за такое. Вот и все. Мы останемся с ним один на один. И дальше мы будем драться на мужика. Просто драться на мужика. И посмотрим, кто кого. Я ставлю, что у меня мартретка просто ваншотнет этого МК. Особенно если у меня придет бессмертие и маска 5-го тира. То есть, смотрите, мне бы сейчас в идеале какие предметы нужны были бы на моего керри. Первое. Бессмертие. Второе. Маска. Третье, наверное, Battle Fury. Все-таки клевер. Хороший предмет, но я клевер бы заменил. Но, скорее всего, из-за того, что у меня будет мартретка все время оставаться одна, клевер я бы не менял. Короче, посмотрим. Клевер реально очень хороший предмет. У меня, в принципе, и сейчас неплохие предметы, но я не скажу, что прям идеальные. Так, ну что, ты отки снова делаешь, дорогой? Я уже мартретку себе в тройку собрал. Чё, как дела? Поговорим? Слышишь ты? Короче, кто не понял, что только что произошло, моя мартретка кританула в его щит, а этот щит просто отразил мне урон. Спасибо. Очень вкусно было. В скобках. Нормально я так по харе получил. Обалдеть. Просто вернул себе свой же крит. То есть я прописываю ему, а он прописывает мне. Спасибо. Там еще и крит. Вот то, о чем я говорил. Сейчас, походу, Чилу повезет, и он выиграет игру. Он на одном хп затащил кунг-фуиста и затащил меня. Круто, да? Забавно, конечно, выглядит. Я на всякий случай буду Марси покупать, может быть, соберется. Может и нет. Кто знает. В любом случае, я пока могу посидеть немножечко в деньгах. Ой, отлично. Ой, какая хорошая хрона, божечки. Кстати, хрона первого тира тоже, кстати, неплохая была, видели? И, кстати, хрона третьего... Опять? Ты сейчас серьезно? Меня там кунфуист вынес, и меня здесь гоблин вынес. Сейчас, походу, это будет не мем уже. Походу, мема не будет вот этого изначального, как я говорил, о том, что сейчас вот этот Крис займет первое место. Похоже на то, что оно так и будет, реально. Конечно, хрона в героя третьего уровня такая огромная, это прям топчик. Это реально топчик. Ни капли не жалею об этом. Кстати, надо расстановку немножко поменять. У него все кунфуисты находятся слева, поэтому я немножко как-то так сделал расстановку. Надо ему быстрее кунфуиста. Ну боже, ну как они меня бесят, эти кунфуисты. Чел на МК только что дал мне один удар.
Фух, спасибо, что ты меня сейчас не ваншотнул, боже мой. Если бы ты... А, ты еще не сдох. Фух, как же мне сейчас повезло. Мне реально сейчас очень сильно повезло. Чел просто одной тычкой мне снес половину хп на МК. Спасибо. Очень балансная синергия. Я бы орнул, если бы он второй тычкой меня просто бы ваншотнул моего мейн-керри. Я бы там получил минус 30 или минус 40 в лицо. Потому что керри-то у меня бы сдох. А что там Крис? Он вылетит сегодня из игры? Или он выживет и вынесет еще нас? Не... Похоже. Это была не шутка, то, что он сейчас на гоблине займет первое место. Он снова вынес. Причем нас двоих. Это абсурд. Но это весело, на самом деле. Катка очень достойная сейчас. Очень достойная каточка. Чуваку МК в двойку пришел. Он мог уже себе МК закерить. Он бы мог реально закерить его хорошенечко. Там через Мьёльнир, через криты, через все такое. И просто показать, кто здесь батя. Мартретки как не хватает урона. Надо что-то помощнее. Кстати, кристалл мана упал отлично. Сейчас в Риттера первого уровня закину этот кристалл мана, чтобы он хрону кастовал свою. Я уже, кстати, в 50 монет. Так, Башер я беру по-любому. Башер мне нужен. Это по-любому. Так. Вот эти вот предметы мы скипнем сейчас. Я думаю, они... Ну ладно. Или клевер я оставлю. Клевер я все-таки оставлю. О, маска. Боже, как мне сейчас повезло с предметами. Вы просто себе представить не можете, насколько мне повезло с предметами. Вы просто смотрите, какая у меня упакованная Марси, хотел сказать, мартретка. Смотрю на Марси и говорю, смотрите, какая упакованная мартретка. Башер мне по-любому нужен, потому что я буду ловить вот этого вот макаку летающую через этот башер. Так еще у меня собственный башер есть. Ну, короче, я его просто не выпущу. И главное, чтобы мне сейчас ваншот не прилетел опять от этой цветки. Не прилети. Живи. Нет. Не ваншотай себя. Боже. Я, знаете, аж так немножечко присел. Ну как немножечко? Немножечко присел. Теперь я могу, кстати, паролить. Так, отлично. У меня приходит апгрейд. Там этот гоблин живет каким-то чудным образом просто. Мы деремся за топ-3 места. Понимаете, в чем абсурд? Он выносит кунг-фуиста. Но на самом деле, если бы кунг-фуист закирил бы себе хорошенько МК сейчас, он бы здесь победил бы всех. Я думаю, даже Гриттера бы он бы снес, потому что кунг-фу убивает предметами. И, соответственно, закерить МК обычными деф-предметами, он под мою хрону становится, грубо говоря, и уничтожает весь мой стол. А потом еще палку сверху накидывает по мне, по моему лицу. О, не понял, он что, богов орков поставил? Мне не кажется? А мне не кажется, он поставил богов орков. О, отлично. Гоблин мех вылетел. Спасибо. Я хоть резака себе соберу в троечку. Хоть смогу поставить его на стол. А только из-за того, что он был у меня на столе, то я вообще не мог найти его. Может, кстати, Гриттер придет, а? Гриттер в троечку. Еще один. Ну да, я много захотел. Чтобы еще и Гриттер. Да, он реально себе богов орков поставил. Он себе жреца суммонера в тройку нашел. Ого-го. Боже, посмотрите, сколько у него там суммонов. Как хорошо, что я сейчас хрону поставил. Но из-за того, что у него есть некромиконы... Вы посмотрите, кого он присуммонил. Варлока и Энигму в тройку. Мортредка, тащи. Это вызов тебе. Это вызов тебе, Мортредка. Мне по-любому здесь нужен Батлфури.
Мне нужен еще один гритер в двойку. Я на самом деле даже не знаю, что уже нужно. Кстати, колечко. О, отлично. Только хотел сказать, что мне бы сейчас колечко на гритера, чтобы гритер мог сразу прыгнуть. Так, ну Варлока я вынес, окей. Почему? Что за закон подлости? Почему, когда у меня вот этот орк-жрец-суммонер, он не суммонит там Варлока, Энигму сразу. Он у меня суммонит 3 рубиков, и все. И соси болт. Вот напишите в комменты прямо сейчас, у кого такая же тема, когда ваш орк-жрец суммонит не кири хороших, ну не хорошие фигуры, а суммонит именно всяких вот, ну, рубиков. Вот напишите в комментарии, реально. Вот мне очень интересно, у кого тоже такая же несчастливая полоса в жизни, как у меня с суммонами от этого орка-жреца. Я сейчас Марси еще в тройку соберу. У меня будет 2 кири. Получается, будет у меня Мартретка и будет у меня Марси. Отлично. Я считаю это шикарно. Что думаете вы, а? Ну вот что думаете вы? Как по мне, это реально шикарно. Интересно, сколько мы с ним воевать будем? Я думаю, долго, потому что у него очень сильный стол. Но то, что он разобрал кунг-фу, конечно, меня отчасти радует. Но из-за того, что у него там есть жрец в троечку, меня это не радует. Потому что если он насумонит много хороших персонажей, а я его выносить в это время не будет, у меня будут огромные-огромные проблемы с ним. Так, давай, Гритер. Не пришел Гритер. Марси. Так, ты не нужен. Гритер еще один пришел. Темпларка. Не, ну Темпларка будет, наверное, послабее сейчас, чем... Так, что тут? Опа, багровый потрошитель, отличный предмет. Шикарнейший предмет. Во-первых, он затыкает рот, это первое. Второе, там двойная тычка идет по этой цели. И просто посмотрите, как разваливает Мартретка. Тык-тык. Боже, как хорошо. Я так понимаю, вот этот клинок только что заткнул вот этого орка-жреца. Если это так, то это просто обалденная вещь. Обалденная. Рекомендую всем и каждому этот предмет. Как же хорошо, что у этого Джайгера нету щита 5-го тира. Если бы у него был щит 5-го тира, он бы меня просто испепелил. А можно, ну все, ты можешь откиснуть уже? Спасибо. Знаете, в чем сейчас огромный минус, когда мы остались с ним 1 на 1? Если я проиграю, я получу где-то минус 30, минус 40. Если же он проиграет, он будет получать по минус 5. То есть мне будет увеличенный урон по мне. Вот это вот обидно немножечко, когда вы остаетесь 1 на 1, ты имеешь преимущество в хп, но только стоит тебе один разочек проиграть, ты получишь минус 20, минус 30 в лицо. Даже если у него один персонаж останется. Ладно, там не минус 20, не минус 30, но довольно-таки много. Он жреца Я поставил свою мартретку назад, хотел перехитрить его, чтобы его орк-жрец не насумонил огромную толпу, вот как сейчас. Вы просто посмотрите, он засумонил 2 варлоков, и что вот происходит? Он еще 2 гритеров присумонил. Не, как бы гритер это плюс. Плюс для меня. Пусть сумонит, хоть 10 гритеров. А он щит нашел себе 5-го тира. Минус 23 получил. Серьезно? Мне нужно бессмертие ролить. О. А что менять? Так, потрошитель отдам тебе. Пусть будет багровый потрошитель у него. Короче, в идеале, чтобы мне сейчас пришел резак в тройку, Марси в тройку и Гритер в двойку. И будет все намного проще. Отлично. Все, я сейчас этого... Ну, все. ГГ. Видите? Стоит одного его персонажа уничтожить и все. И все. Джаггер это, конечно, проблема. Но не такая критическая проблема, как вот этот орк-шаман. Конечно, вот этот щит с возвраткой, это меня не радует ни капли. Просто смотрите, я себя ваншотнул. Какая же баталия орка и Джаггера. О, орка и Джаггера. Мартры и Джаггера.
Он еще в деньгах остался. Он в себе настолько уверен прям. О, отлично. Так, ну Марс я поставлю вместо одного резака. Так. Орка жреца он все-таки назад поставил. Это плохо. Поставил орка жреца туда. Надо было держать руку на пульсе и просто переставить вместе с ним свою мартретку. Бей, 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 бей. Боже, как хорошо. Сейчас было просто отлично. Только отражение сработало. Все, я откисаю. Сработало отражение на мой крит. И он меня из-за этого сейчас вынес. Но сейчас еще один раз сработает отражение, да? Пока обычная тычка отражается. И отразить... Все? Все? Боже, мы дотянули с ним игру до Рошана. Обалдеть. Ну это жестко. Но это очень интересная катка, и она максимально потная. Я даже не знаю, кого мне еще улучшать. Я сейчас вот этот предмет отдам в Марсе, но мне кажется, это не очень хороший предмет именно в Марсе. Он Хана себе в тройку даже собрал, прикиньте. А, кстати, вот этот предмет сейчас, который у меня есть 4-го тира, который дает Silence Target на двойной урон, он работает на Хана, а не на орка-жреца. Потому что Хан имеет большее значение, нежели орк-жрец. Короче, чтобы вы понимали, он просто дороже стоит. Ну, вкратце. Battle Fury упал. Так, ну, Battle Fury надо брать. По-любому надо брать. Так, какой гиде? В Марсе отдаем. Чтобы она чистила стол как можно быстрее. Шар бездны пусть будет. Я просто не хочу ни Мьёльнир, ни Башер менять на Battle Fury. Башер все-таки, я считаю... Ух ты. Так, все, пока. О. Вы просто посмотрите, какой у меня сейчас шикарный стол. Боже, мне сейчас так нравится мой стол. Идеально. Тут идеально почти все. Жалко, конечно, что он успел Хана собрать в тройку. Очень жалко. О, кстати. Мартретка у меня не туда прыгнет. Как же я хотел, чтобы она на орка-жреца прыгнула. Души, души, души. Боже, как он много насумонил. Алло, успокойся, хватит. Хватит сумонить. Еще двух эгид в... Я проиграл? Ну, не. Мартретка, бей. Бей! Души его! Молодец. Уважаю Мартретку. Шик! Отлично. Во. Замечательно. Кто бы сомневался. Я вот в себе вообще ни капли не сомневался, что я здесь займу топ-1. Нет. Ни грамма. Вы просто посмотрите его стол. Орк-жрец в тройку. Вы посмотрите, какой джаггер. Но на самом деле у него было бы шансов выиграть намного больше, если бы он играл через кунг-фу. У него просто 2 некромикона, рефрешер. Ну это просто жестко. Это очень жестко. Вот серьезно, это очень-очень жестко. У него очень хороший стол. Но это просто была классная катка. Мне очень хорошо повезло по предметам. Чуваку тоже респект. Ему тоже очень хорошо повезло по предметам, по фигурам в целом. То есть, красава. Я в один прекрасный момент даже не поверил в то, что я займу топ-1. Там просто был гоблин цвета, и он так неплохо цветами душил. Очень повезло, что он откис. Короче, ребят. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте оставить свой лайк, комментарий, а также подписаться на мои каналы. На ютубе у меня цель 5000 подписчиков. А в телеграме я хочу достичь 1000 подписчиков, плюс у нас там есть чат комьюнити. И там в телеграме я пишу по обновлениям этой игры
чат комьюнити, естественно, а также веду свой небольшой личный блог, пишу, как у меня там состояние здоровья, когда стримы и тому подобное и так далее. То есть никакого спамфлуда нет, поэтому присоединяйтесь, вместе все-таки веселее и интереснее. Вот. А еще этот ролик получился, наверное, немножко таким, не знаю, может, спокойным что-то, знаете, такой. Я думаю, все мой голос услышали сейчас, да? Вот напишите в комментариях, насколько сильно он отличается, чем был. Я даже если хочу показать вам максимально свои эмоции от игры, я просто не могу их вам передать. Но я думаю, мои эмоции на лице хотя бы немножечко, но передают. А так, ребят, всем огромное спасибо за вашу поддержку. Не забудьте за лайк, комментарий, а также подписаться на каналы. Цель 5000 подписчиков. Надеюсь, хотя бы до Нового года смогу 2000 или 3000 насобирать. Ну, 3000, наверное, много, но хотя бы 2. А так, ребят, еще раз всем спасибо, всем удачи.